Здравствуйте, не мое выражение, но процитирую. Если вы обнаружили себя в яме, главное перестаньте копать. Эта установка работает везде. Если вы видите, что у вас плохое здоровье, прекращайте есть все подряд, не досыпать и предаваться дурным привычкам. Если вы оказались в финансовой яме, прекращайте делать долги и ходить на малооплачиваемую работу. Но с такими задачами большинство из нас справляются, потому что это все как-то легко и на поверхности. В романтических отношениях все то же самое. Если ваша идеальная в начале любовная история портится вашей же собственной ревностью, то вам нужно срочно остановиться, перестать ревновать. Если романтические отношения заходят в тупик из-за конфликтов, вы никак не можете поделить власть, то вам нужно как минимум сейчас остановиться и перестать ссориться. После вот этой паузы, остановки, стоит выбирать какие-то новые тактики, стратегии в общении для двоих. Мои вопросы к картам сегодня как раз об этом. Вот что именно, что лично вы делаете не так в вашей любовной истории, как далеко вы в этом зашли, и есть ли у вас возможность выбраться без особых потерь из создавшихся трудностей. Виден ли благополучный конец, мы спросим совет карт, что вам делать и главное, чего не... Истинный представитель вашего знака не испортит любовную историю ничем, если только он ее заметит. Потому что вы действительно живете головой, меньше значительно живете сердцем, имеете очень сильные активные мозги, поэтому романтических проявлений, как таковых, таких буквальных, книжных, часто не замечаете. И водолеи бывают окружены влюбленными людьми, готовыми на все, и при этом не догадываются об этом совершенно, потому что некогда, потому что все время вы в планах, в каких-то своих творческих, как правило, не до романтики. В общем, вам. Но это такая общая установка. Будем разбираться с деталями. Я буду использовать для вас колоду Таро Кроули. Карты очень старые, проверенные. Они не лгут и не ошибаются, даже если бы захотели. Слишком много им лет. Традиционный для карт Таро расклад. Без названия пусть он будет, потому что я его сделаю совсем маленьким, чтобы видео не получилось длинное. В усеченном виде. Вопрос один у нас. Сегодня он заявлен в заголовке. Чем конкретно вы, водолей, вот именно сейчас, вот именно эту любовную историю портите? Что вы делаете не так? Мы посмотрим, может быть, мы догадаемся, если будет время, как вам из этого выбираться. Да, имеет ли для вас это все ценность, в конце концов, какую-то потенциальную? Ваша карта и карта вашего партнера, потому что любовь – это все-таки обоюдные какие-то вливания, вложения, и всегда важно видеть проекции обоих партнеров. Какую-то запутанную историю карты про вас рассказывают. Очень запутанную, максимально запутанную. Водолеи много-много думали, а вы всегда много думаете, вы не можете без такой активной работы мозга находиться. Много-много думали и окончательно запутались в себе. Что вы хотите от этого партнерства? Куда вы идете? Чего вы ждете? Хотите ли вы этого человека видеть рядом с собой? В общем, разброд и шатание полное, ум с сердцем не в ладу. Потому что, с одной стороны, у вас есть какое-то четкое понимание, чего вы хотите от этого человека. Четкое. И такое же уверенное желание дать ему то, что хочет он. Изначально. Взрослая, правильная, как бы рабочая позиция. То есть карты говорят о том, что водолей, прям засучив рукава, готов вкладываться в эту любовную историю. И при этом вы испытываете какую-то опустошенность эмоциональную в сердце, сильную. То есть это какая-то психотравма, может быть длительная психотравмирующая ситуация, связанная именно с этими отношениями. Может быть, вы очень сильно были влюблены совсем недавно и сейчас не выдержали такого кошмарного напряжения и мозг переключился. Знаете, вот
мозг же защищается у нас, и он переключил романтические эмоции на что-то другое, на дружбу, на уважение, на какую-то общечеловеческую любовь к этому партнеру, к данному. На сердце очень у вас, скажу так, неспокойно и даже как бы странно. То есть что-то рушится внутри вас, идет перестройка мощная ваших чувств к этому человеку, мощная перестройка. То есть вы, конечно, сами не понимаете, что происходит. Я вашей вины, умысла не вижу во всей этой истории, потому что нашими чувствами и вашими, тоже воздушными, управляет Вселенная. Может быть, здесь та история, когда сердцу не прикажешь, а вы бы хотели, знаете, как заставить себя продолжать любить этого человека, а вдруг бабах сами непонятно, проснулись утром, а в сердце пустота, обломки и пыльное облако. Для некоторых, вот для отдельной категории водолеев, та же самая башня в этой позиции описывает противоположные, на первый взгляд, эмоции. Это наоборот. Значит, что вы вдруг также проснулись и обнаружили в своем сердце перемены в другую сторону. Обнаружили, что вы очень сильно влюблены и вот жить не можете без этого партнерства. Но для второго варианта значительно меньше вероятности. Позицию какую-то очень активную занимаете вы здесь. То есть сказать, что вы рушите эту историю, нет, я не могу. Активных действий негативных с вашей стороны нету. Головой вы готовы противостоять и соперничествам, и негативным внешним обстоятельствам. И очень хорошо, как всегда, вы это делаете. Все понимаете, что между вами происходит, куда вы идете. Поэтому, в общем, претензий к вам нет. Если что-то внутри вас не так, претензий скорее к высшим силам и ко времени, к планетам, которые не так стали. Позиция вашего партнера. Ну, тоже какая-то рабочая, деловая. Кстати, вы можете быть с такими картами просто связанными рабочими отношениями. Может быть, вы вместе учитесь или трудитесь, или творческие интересы у вас какие-то одинаковые. Дружба есть между вами. И готовность, и возможность друг другу помогать. Это все очень хорошо. Но романтическая история, вот знаете как, дружеская, общегражданская, да, но романтическая составляющая вашего партнерства сейчас никакая абсолютно. То есть ее нету, она полностью либо разрушилась уже, потому что была слишком напряженной до этого, до основания разрушилась, либо она, наоборот, как-то у вас неожиданно для вас двоих вызревает, и вы тоже оба плаваете, отчаянно не понимаете, что происходит. Кстати, партнер ваш похож на вас. Это тоже не человек, который идеально адаптируется, идеально ориентируется в любви, в любовных историях. То есть это кто-то, у кого натальные характеристики схожие с вашими. Думает, знаете как, о новой любви. Опять же, возвращаемся. То есть либо между вами романтика совсем полностью кончилась, кстати, она могла некрасиво кончиться с выяснением отношений, и ваш партнер сейчас, ваш любимый человек, думает о том, как ее возвратить, то есть он строит планы новых свиданий, обновление какое-то, перезагрузка ему нужна. Либо же, еще пока между вами ничего не состоялось, тогда это вот такой совсем новый, свежий план. То есть он, любимый человек, думает о любви с вами. Чувствуете разницу? Я не говорю любит, я говорю, он думает о любви. Между этими есть расстояние, намерение его. Сейчас четких никаких. Думает, знаете, потенциально хотел бы, чтобы были свидания, романы у вас и прочее. Четкого плана действий нету. То есть если его сейчас врасплох застать и спросить, вот, что он собирается делать с вами дальше, пожмет плечами, или расскажет какую-нибудь уж совсем фантастическую
может быть, кстати, да, водолейскую историю, в которую никто не поверит. Пока на какой-то обозримый участок времени, период, карты для вас предсказывают общение, хорошее, доброе, здоровое, правильное, но общение больше похоже на дружбу и на попытки сблизиться, понять друг друга. Спасибо.